Если подобного рода ракеты будут использованы по инфраструктуре не только энергетической, да, то есть насколько это может, ну так условно говоря, погасить Украину, насколько хватит каких-то мощностей генераторов и насколько, может быть, выдержит ее энергосистема, или она может распасться на какие-то куски, и как в этой ситуации сможет ли функционировать госаппарат, ну и остальные ведомства, в первую очередь, может быть, там Министерство обороны. Ну, конечно, не так, чтобы на уикенд такую тему, но да, действительно, на Южмаше впервые после 1991 года испытали новую ракету, с чем можно поздравить, конечно, днепропетровских машиностроителей. Объект военный, поскольку некто по фамилии Зеленский уже предлагал рассматривать Украину для его западных партнеров как полигон для проверки нового оружия. Ну, собственно говоря, любой каприз. Отдельно, конечно, на всякий случай, сочувствие помощнику президента Российской Федерации Орешкину. Ему сегодня будет непросто. Его будут вспоминать все по всей планете. Если говорить серьезно, у нас нет, на самом деле, данных в неядерном исполнении, какую обычную взрывчатку, какой вес может принести. Но если исходить из того, что более-менее похоже, ну, порядка 2 тонн. То есть это более чем серьезно. Если говорить об объектах энергетики, вот о которых мы в прошлый раз, только что в понедельник рассуждали, ну, можем перебрать еще раз хрупкие места. Основа объединенной энергосистемы Украины – это система подстанций класса 750 киловольт, 330 киловольт. Их сейчас на подконтрольной Киеву территории 6 штук. Центральная, так скажем, Винницкая, куда приходит электроэнергия с атомных электростанций. Дальше она уже на напряжение 330 уходит в центр на восток. То есть это вот то уязвимое место, исчезновение которого, ну, собственно говоря, уже 2 объединенных энергосистемы сразу получается. Особенно с учетом того, что на востоке и объекты генерации пострадали за это лето. То есть сейчас их можно перестраховать тем, что приходит от атомных электростанций, так не будет. Сейчас их можно страховать тем, что приходит из Европы. Опять же, возникнет пауза. Кроме этой есть еще, как они ее называют, западноукраинская подстанция. Туда приходит электроэнергия Ровненской атомной электростанции, 4 энергоблока. Соответственно, еще одна точка, и оттуда же уходит линия электропередач класса 750 киловольт в Венгрию. Линии электропередач работают в обе стороны, то есть вот еще одна точка, которая тоже может вызвать дополнительные трудности у столичного региона. Раньше была на Чернобыльской атомной электростанции такая же подстанция, такого же класса, но поскольку Чернобыльскую выключили, ее разобрали, соответственно, все упирается в эту западноукраинскую. Классом ниже подстанция в Закарпатье, в Мукачево, откуда расходятся линии электропередач, или, если угодно, приходят линии электропередач из Европы. Там связь сразу с несколькими странами. Это Словакия, Венгрия, Румыния, ну и Молдавия, собственно говоря. Если не работает она, то поступление электроэнергии из европейских стран тоже физически просто невозможно. Если говорить о том, что, ну, так, если в американском стиле, надеюсь, многие еще помнят, как выглядела бомбардировка Югославии, прежде всего по объектам электроэнергетики. Ну, каждый город, каждый мегаполис есть хрупкие места, достаточно понятные. И дело даже связано не только с наступающим зимой. На Украине тоже вроде холодать начинает, и в Европе недавно снег раздавали. Это понятно, что теплоснабжение зависит в том числе не только от котельных, но и от крупных теплоэлектроцентралей. Но такое хрупкое место в любом мегаполисе, неважно в какой он там климатической зоне находится, это система водоканала. Вода и канализация должна работать 24 на 365. Соответственно, если
подстанция, обеспечивающая работу насосных станций, перестает работать, можете сами спрогнозировать, как все это выглядит. Есть, конечно, первая группа потребителей, которая, по идее, должна быть перестрахована даже от таких. Водоканал в нее входит, но с учетом происходящего на подконтрольной Киеву территории, быть уверенным, естественно, нельзя, с одной стороны. С другой стороны, никакой информации мы оттуда не получим. Это уже понятно. Туман войны никто не отменял. Тем более, что на Украине есть крупные города, и там действительно имеет стратегическое значение. Поверить, допустим, что органы власти, медицинские центры обеспечены собственными артезианскими скважинами, тоже не приходится. То есть все это достаточно хрупко. А с учетом тех характеристик, которые Орешник имеет, понятно, что никакие средства ПВО нечто, летящее со скоростью 2-3 км в секунду, сбить просто не могут. Такое, не надо быть специалистом по ПВО, но если ты собираешься сбить то, что летит над тобой, то, что ты выпускаешь, должно лететь быстрее. Как бы логично. Ничего подобного нет. Собственно говоря, не только на Украине, я думаю, что и на планете-то еще поискать. Потому что если с неба падает нечто со скоростью 3 км в час, еще и разделяется и может... 3 км в секунду. 3 км в секунду. И в последний момент может изменить траекторию, это не сбиваем. Соответственно, если говорить о том, чего ждать дальше, если уровень эскалации не будет снижаться, то вот такие не самые веселые размышления. Я не испытываю радости по поводу того, что может произойти, а вообще за мир во всем мире. Уж если люди выбрали свой путь, он может быть очень сложным, так скажем. Я очень надеюсь, что более чем наглядно, и заявление Владимира Владимировича, надеюсь, все вчера слышали, что отнюдь не только Украина, но и ее верные союзники, все рядом, Европа, она не очень большая. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Будем надеяться, что какое-то отрезвление произойдет, и, может быть, и в Соединенных Штатах о чем-то задумаются. Это уже, пожалуйста, к военным аналитикам, пусть они в этом разбираются. Если вспоминать то, что происходит на юге Украины, в городе Одесса, или Одесса, как его правильно называть теперь, там тоже свои какие-то проблемы начинаются, связаны они, как ни странно, с работой Приднестровской ГРЭС. Вот все у нас завязано в один узел. Молдавия и Приднестровье получают газ через газотранспортную систему Украины, договор вот заканчивается. Будет ли осуществляться физический транзит? Там есть же всевозможные обходные варианты. Европейские компании покупают газ, переходит право собственности. Сейчас, если мы говорим про Уренгой, Помара, Ужгород, то на газовом хабе Баумгартен в Австрии, если перенести точку пивота передачи на текущую границу России и Украины, то это уже европейский газ. И здесь как бы можно переговоры с «Газпромом» не вести, но газ прокачивать, с одной стороны. С другой стороны, кто бы не был владельцем газа, для того, чтобы из газотранспортной системы, из единой газовой системы России газ перешел в газотранспортную систему Украины, должно быть операторское соглашение. Вот делайте, что хотите, неважно, чей там газ, операторы между собой должны договор подписывать. Люди на Банковой сами себе это запретили. То есть, такой хрупкий момент. И он же касается еще одной идеи. Переговоры шли, никто не знает, чем закончились, они еще продолжаются. Это, так скажем, вариант прокачки азербайджанского газа. Все то же самое. Да, действительно, азербайджанская компания имеет полное право приобрести газ в России. Никаких в рестрикционных антироссийских действиях Азербайджан не замечен. То есть страна входит в состав СНГ, от чего бы ей не купить газ, от чего бы ей не заявить, что его надо куда-то туда перекачать. Но все равно возникает вопрос, что должно быть операторское соглашение между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины. Все равно не склеивается.
И, соответственно, та конструкция, которая вызывает тревогу Приднестровье и Молдавия, ГРЭС, работающая в Приднестровье, обеспечивает электроэнергией не только Приднестровье, но и Молдавию. Для этого нужен газ. Если газ перестает приходить, то вопрос, где взять электроэнергию. Может быть, можно, опять же, по-разному относиться к результатам выборов в Кишиневе, к команде, которая там работает. Но, тем не менее, у меня такое впечатление, что такая попытка отрезвить немножко Киев все-таки прозвучала. Потому что сейчас, после того, что происходило с энергосистемой Украины, в Одессе возник блокаут. В обычных случаях на выручку приходила та самая Приднестровская ГРЭС. Напомню, что расстояние между Тирасполем и Одессой 70 километров, то есть как бы все рядом. Но нет лишнего газа, нет лишней электроэнергии. И Одесса, которая, если верить украинской прессе, просидела 3 суток без электроэнергии, сейчас живет в режиме веерного отключения. Ну вот нет газа, нет электроэнергии. Вот ничего не можем сделать. Может быть, это какие-то мысли у Киева должны возникнуть, что вот у тебя и здесь немножко хрупко, а может не возникнуть. Что касается Молдавии, я не очень понимаю, почему только сейчас министр энергетики собирается либо с визитом, либо по ВКС будет связь с руководством «Газпрома», что делать после 1 января. Ну, вот, извини, перебью тебя. Вот из последних новостей министр энергетики Виктор Парликов 25 ноября отправится на встречу с руководством «Газпрома». Главный вопрос молдавской стороны – выполнит ли «Газпром» свой контракт на поставку газа в Молдову, независимо от ситуации с транзитом газа? Ну, тоже большой вопрос. Вот как его выполнять, если не будет работать газотранспортная система Украины? Вопрос возникает, что будет делать Украина, тут же возникает вопрос, что делать Молдавия. Потому что со стороны Румынии газопроводы пришли, то есть, ну, можно румынский газ, так скажем, прокачивать, чтобы обеспечить электроэнергией и Приднестровье, и Молдавию. Ну, во-первых, там трубопроводы другого диаметра. Во-вторых, собственная добыча Румынии обеспечивает Румынию, прежде всего. Молдавия пока в состав Румынии еще не вошла. Это все близко, но пока еще нет. Работал у нас такой трансбалканский газопровод, ну, по названию понятно, через все Балканы. Он уходил в Турцию, он уходил в Италию, в Грецию, по этому маршруту. С того момента, как включился турецкий поток, это никому не нужно стало. Но, тем не менее, вторая нитка турецкого потока под названием уже Балканский поток через Болгарию уходит в Сербию, из Сербии в Венгрию. И Болгария могла часть объемов, которые идут, отправлять в Румынию, Румыния, в свою очередь, обеспечивать Молдавию. То есть, ну, такой трансбалканский поток, но в обратном направлении, реверсом. Было удобно. Но в том случае, если с 1 января газ перестанет поступать по Уренгой, Помару, Ужгород, тогда что получается? Тогда получается, что задействован будет контракт между «Газпромом» и венгерской компанией «МОЛ», подписанный еще в прошлом году. Венгрия успела первой и, по-моему, совершенно логично себя вела. Договор о том, что если прекращается украинский транзит, дополнительные объемы идут через турецкий поток с тем, чтобы весь спрос в Венгрии был закрыт. Но если газ, который могла отбирать Румыния, будет уходить в Венгрию, я понимаю, что там тепло, не Сибирь, но тем не менее, как все это будет выглядеть, сейчас сказать сложно. Тем более, что у Румынии достаточно большая доля ветрогенерации, и вот этот климатический парадокс, который в Европе назвали черный штиль, зимнее отсутствие ветра. Почему черный? Потому что зима и инсоляция сама по себе снижается, а если штиль, то вот появляются провалы. Если отследить объемы поставок электроэнергии из Румынии на Украину, то вот эти провалы ветровые видны. То есть, вот есть ветер, что-то пропадает. Тем более, что Румыния, как страна-член Евросоюза, если возникают где-то вокруг нее соседей из Евросоюза много, и если где-то вот такие же парадоксы из-за солнца, из-за ветра возникают, то прежде всего будут идти поставки внутри Евросоюза. Украина в Евросоюз не входит. Молдавия в Евросоюз не входит. То есть, здесь вот такой балканский клубок начинает образовываться. В ближайшем, на самом деле, будущем
я думаю, что лет через 7, 8, 10 эта проблема решится, но это уже следующая тема нашего разговора. Румыния как надежда атомной промышленности Европейского Союза. Давай тогда поговорим немножко о ценах на нефть и газ, которые со вчерашнего дня, я так понимаю, среагировали быстрее всех на удар не сказать, что Орешника. это что-то такое парадоксальное. Вот я пока в студию двигался, за вот эти сутки баррель подрос на $2. То есть сказать, что вообще не среагировал, нельзя. Сказать, что среагировал каким-то паническим образом, тоже не получается. То есть так более-менее спокойно. Немножко подрос газ на хабе TTF, на главном европейском газовом хабе в Голландии. $520 за 1000 кубометров. И вопрос, что будет дальше, это ведь связано не только с военными событиями. Ну, если вещи своими именами называть, Европе дважды повезло. 2 подряд теплые зимы. Будет ли 3-я теплая, неизвестно. Вроде бы отрицательная температура уже начинается, как бы не наше дело, как они из этого будут выкручиваться. Но судя по всему, стоимость газа будет продолжать расти, несмотря на то, что подземные хранилища заполнены. Даже если они не будут расти сейчас, это все равно скажется. Потому что если зима будет такая среднемноголетняя норма, есть такая идиома, то есть не такая теплая, как предыдущие 2 года, то по расчетам подземные хранилища газа в марте в Европе в них будет оставаться порядка 35% объема. То есть можно перезимовать за счет запасов зиму, но тогда весной и летом придется закупать больше. Если закупаешь больше, цена все равно растет. То есть вот, поэтому смелое заявление руководства Европейского Союза о том, что все кризисы миновали, у нас все в полном порядке, просто цена немножко поднялась. Но они как-то не очень соответствуют действительности. Если будут какие-то климатические сюрпризы, то будет еще интереснее. С одной стороны. С другой стороны, вроде бы выросли цены сейчас выше, чем в Азии. Есть надежда, что СПГ, производимый в Соединенных Штатах, пойдет в Европу и перестрахует возможные зимние холода. С одной стороны. С другой стороны, только что из США поступила новость, что 3-я технологическая линия Freeport LNG опять поломалась. То есть немножечко будет снижен объем производства. Пока сообщения, за какое время и насколько серьезная поломка, еще не было. Но вот, если говорить о том, что Европа продолжает считать себя самой развитой частью планеты, ну, вот мы перебрали. От погоды немножко зависим, от солнца, от ветра, как там работают СПГ-заводы в США. Еще не исключено, что может вмешаться какой-нибудь шторм в Атлантике. Ну, вот, может быть, им, конечно, все это нравится, но это... На мой взгляд, если опыт Европы интересен, то только для того, чтобы тщательно изучать то, чего делать нельзя. Вот, слава богу, нашлись добровольцы, которые решили все это испытать на себе. Мы можем, заглядывая за забор, который они там строят, просто записывать. Сделаешь так, получишь вот такой результат. Я очень надеюсь, что аналитический центр правительства Российской Федерации, конечно, за всеми этими событиями следит. Ну, вот возвращаясь к теме Молдовы, тот же самый министр энергетики Парликов предположил, что все-таки, ну, он в любом случае сказал, что вот это повышение цены на газ это вызвало панические настроения в республике, и правительство никак не ожидало, что газ все-таки перевалит вот эту отметку в 500 евро, и вспоминал 22 год, когда газ был за приличные 2-3 тысячи евро и так далее. И вот в этой ситуации, скажи мне, у «Газпрома» через турецкий поток вообще остаются мощности, если ты говорил про контракт с Венгрией и так далее? То есть есть ли шанс нарастить поставки по турецкому потоку? Ну, турецкий поток на день сегодняшний порядка 50 миллионов кубометров в сутки. Запас там остается порядка 6. Ну, если будет холодать в Европе, соответственно, вырастет спрос у Сербии, вырастет спрос у Венгрии. С учетом того, что прежде всего надо поставлять страны Евросоюза, ну, вот она Австрия. Вот она тоже с вопросом, куда поставлять газ, потому что у Венгрии есть возможность через Баумгартен прокачивать, ну, соответственно, туда и пойдет, или в Словакию пойдет, потому что Словакия тоже газ получала по Уренгой, по Ужгород. Если он выключится, то вот
там будет сложно, действительно. Если не удастся удержать этот украинский транзит, так скажем, не сказать, что он там какие-то выдающиеся объемы, но это надо будет, во-первых, искать на рынке, не так просто найти, и, соответственно, решать вопрос с регазификацией, с прокачкой, то есть, причем все это в какие-то сжатые сроки. Не очень понимаю, почему в России к отопительному сезону начинают готовиться сразу, как заканчивается предыдущий. А здесь вот вся эта нервотрепка начинается сейчас, во второй половине ноября. Такое странное немножко поведение, но что мы можем? Я могу, вот, мое личное оценочное мнение, я тревожусь, чтобы все было в порядке в Приднестровье, а как вот весь этот сложно сочиненный клубок, Румыния, Молдавия, Украина, только что отказавшаяся от российского газа Австрия, вот как все это там будет происходить, ну, академический интерес есть, больше никакого. И заканчивая тем с министром энергетики Молдовы, по его словам, приглашение пришло со стороны «Газпрома», и в том числе во время переговоров «Газпром» намерен поднять тему долга больше 700 миллионов долларов. Мнение «Газпрома» больше 700, мнение руководства Молдавии, там, по-моему, 10 миллионов или что-то такое, там, незначительно. Посмотрим, как пойдут переговоры. Интересно будет, если нам, конечно, вслух о результатах расскажут. В последнее время получать информацию становится все сложнее, поскольку вот обстановка такая. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.